Дорогие любители собирать камбушечки и запускать цепочки эффектов на картах, сегодня мне будет что вам рассказать и показать. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня сегодня Долина Вечности. Это настольная игра, в которой очень-очень простые правила, но вся глубина ее игрового процесса строится на том, что в ней целая колода из 70 абсолютно уникальных карт с уникальными рисунками, иллюстрациями и уникальными эффектами. И именно из этих карт вы будете составлять себе комбо-вомбо, будете строить себе движки на получение победных очков и ресурсов, а все это вы будете делать, разбирая карты с общего рынка. Обо всем подробнее давайте разбираться, как играть в Долину Вечности. Итак, как я уже сказал, правила у игры максимально простые. У нас есть два игровых поля. Первое посвящено полностью победным очкам и счетчику раундов. Вот здесь вот игра идет максимум 10 раундов. И если никто из игроков до конца 10-го раунда не перепрыгнул в рубеж в 60 очков, то мы просто считаем, у кого очков больше, тот победил. Но если в какой-то раунд один из игроков перепрыгнет 60 очков, перевернет свой жетончик на вот эту сторону, то это последний раунд. Мы доигрываем его до конца. И вот тогда в этом раунде, кто получил больше всех очков в сумме за всю игру, тот и будет победителем. Для того, чтобы это делать, мы будем разбирать карточки с игрового поля, пытаться разыграть их с руки, получать различные ресурсы, их у нас всего 3 вида, и стараться сделать так, чтобы наш движок был движковее других, чтобы наши существа, которых мы призовем, приносили нам больше пользы, и будем пытаться обогнать оппонентов. Взаимодействия между игроками негативного практически в игре нет. В игре всего лишь 5 или 6 карт, которые позволяют что-то негативное сделать другими игроками, там уничтожить одно существо или, например, отобрать победное очко. Поэтому игра может зайти даже тем, кто не любит игры с негативным взаимодействием. Каждый раунд разбит на несколько фаз. Первая фаза — это фаза так называемой охоты, когда каждый игрок будет выходить на вот это игровое поле и по очереди выставлять жетончики для того, чтобы рано или поздно разобрать карты или получить за них ресурсы. Делается это следующим образом. Первый игрок, в данном случае это я, выбирает себе любое существо, которое он хотел бы для себя забронировать, и выкладывает на него свой жетончик. Потом это делает второй игрок, третий игрок, четвертый игрок. И дальше круг идет в обратном порядке. Четвертый игрок бронирует еще одно существо, третий игрок бронирует существо, второй игрок бронирует существо, и первый игрок забирает то, что осталось. А дальше мы переходим к фазе действий. И в фазу действий игроки могут выполнять любое количество действий, которое будет у них доступно. И фактически, чем дольше вы играете в игру, чем больше раундов прошло, тем больше вы этих действий сможете себе набрать. Первое и самое простое действие, которое вы сможете сделать, это продать существо. Каждое существо, оно разбито по типам. У нас есть 5 цветов магии, так сказать. Например, водная магия. И если у меня лежит жетончик здесь, то я могу от этого существа отказаться. То есть его карта уйдет в колоду сброса, вот здесь отдельно. Но я получу за него ресурсы, которые указаны здесь. В данном случае это синий кристалл, который с номиналом 3. Альтернативно, я мог бы это существо себе забрать на руку, но тогда я никакого ресурса бы за это не получил. И это называется действие приручения. Также я мог бы разыграть себе это существо себе в свою игровую зону, выложив его сюда и оплатив его стоимость, которая указана вот здесь. Для этого мне нужны были бы ресурсы, которые у нас лежат пока здесь. Ну, допустим, предположим, что у меня есть какое-то количество ресурсов. И тогда я с руки мог бы разыграть эту карточку. Интересно то, что карточки разыгрываются с руки следующим образом. Мы обязаны оплатить стоимость, и оплатить мы можем ее любыми камнями, но главное, чтобы их сумма номиналов была, как указано на карточке. То есть я могу оплатить 3 плюс 2 — это 5, или мог бы оплатить их 6. Проблема в том, что сдача за это мне не вернется, а резерв наших камней ограничен 4. То есть у меня может быть либо, например, 3 шестерочки и 1 троечка, либо, например, какой-то вот игрока 4 единички. И это максимум. При этом у него, как вы понимаете, 21 в сумме, а у него всего 4, а у меня здесь всего 11. Разыгранные существа очень важны, но на них тоже есть предел. Вы не имеете права иметь больше разыгранных существ, чем сейчас номер раунда. То есть в первом раунде 1, во втором 2, в третьем 3 и так далее. Но на руке вы можете держать их сколько угодно. Вам они как бы никаким образом на игровое поле не влияют и являются вашим резервом, который вы сможете разыграть немножко позже.
И так делает каждый игрок, делать это можно с каждым существом. И постепенно у вас будет вырисовываться здесь некоторая комбинация, которая у вас одни существа будут помогать другим, некоторые существа будут влиять на то, насколько дешево или дорого вы покупаете, некоторые существа будут перегонять одни ресурсы в другие, некоторые существа будут позволять вам призывать новых существ, добрать карты и так далее, и так далее, и так далее. Там 70 уникальных эффектов на разных картах. Но все это вы делаете для того, чтобы получать себе ресурсы и в итоге получать победные очки. Или сразу получать победные очки. Потому что выигрывает тот, кто набрал больше победных очков. И если вы первым перегнали 60 очков, то вы, скорее всего, победите в игре. Если остальные игроки, конечно, вас не умудряются догнать в тот же раунд. И у каждого существа, которое вы призываете, есть набор эффектов. И эффекты бывают абсолютно разные. Вот, например, это зеленое существо, которое стоит всего 2. Оно вам говорит о том, что у меня мгновенный эффект, это первый вид эффектов. Оно говорит вам о том, что я могу сбросить одну карту с своей руки и получить, соответственно, стоимость ее призыва к себе в победных очках. И то есть, если бы у меня на руках был вот этот вот пламень, и я бы его сбросил, я сразу получил бы себе 9 победных очков. Это очень много. Я продвинулся бы сразу. То есть вы понимаете, что я могу взять эту карточку не для того, чтобы захотеть ее в какой-то момент потом разыграть, а для того, чтобы можно было бы ее сбросить ради другого эффекта или ради другого действия. Это моментальный эффект, он срабатывает один раз, и все, после этого лежит вот здесь у вас в поле. Второй эффект — это перманентный эффект, постоянный, который будет вам действовать и помогать в течение всей игры. И эти эффекты бывают разные. И бывают эффекты, которые вам позволяют покупать карты дешевле на 1. Бывают эффекты, которые вам говорят о том, что каждый раз, когда вы играете какое-то существо, вы что-то получаете. Или, например, как вот этот, он говорит, да, каждый раз, когда вы призываете существо, получаете одно победное очко и за каждый заплаченный туда вот такой вот красный кристалл. То есть, если бы, например, я в какой-то момент, имея вот это существо у себя на поле, призвал бы вот этого, заплатив 5 ресурсов, то я получил бы 2 победных очка сразу. Приятный бонус, особенно если получить его в начале игры, и этим можно пользоваться. И есть эффекты, которые будут срабатывать в конце хода. Да, когда все игроки разыграют все свои действия, наступит фаза специальная, в которой игроки будут разыгрывать эффекты своих карт с песочными часами вот здесь. И тогда могут запускаться полноценные огромные цепочки действий. В данном случае, если бы мне лежало бы вот так, я бы с одной картой на руке, потому что у меня меньше 6 карт на руке, получил бы 2 очка, а здесь еще мог бы сбросить камень трешечку, чтобы получить еще 5 очков. И если у меня было таких карт много, ну, соответственно, в более поздних раундах, я получал бы все больше, больше и больше победных очков и так далее. А в частности, еще есть карты с двойными эффектами. И вот эта карта работает следующим образом. Я, когда ее сыграл, заплатил за нее 4, сразу добираю одну карту, и потом у меня постоянно будет всегда минус 2 к стоимости призыва карт воздуха, которые розовые. А вот эта карта Ундина, она работает немножко по-другому. Каждый раз, когда я ее разыгрываю, я получаю себе синий кристалл. Но в фазу конечную я забираю себе на руку. И это дает мне 2 очень крутых эффекта. Во-первых, я получаю себе ресурсы на розыгрыш в этот ход. А во-вторых, в конце хода я освобожу себе место для других существ, если мне она больше будет не нужна в следующие раунды. Полезный эффект. Плюс есть очень много крутых эффектов, которые за 0 вам дают что-то. Например, вот это вот Гестия, да, она позволяет вам увеличить лимит ваших камней на 2. Если вы в начале игры где-то получили ее, разыграли себе сразу за 0, да, конечно, она будет занимать слот в вашем ряду, но это очень крутой эффект, который позволит вам разыгрывать более крутые карты или получать победные очки за большее количество камней, потому что, конечно же, есть эффекты карт, которые позволяют вам получать, например, победные очки в конце раунда за каждый синий камень, который у вас есть. Или позволяют сбросить все камни, которые у вас есть, и получить за них победные очки по их номиналу. И так далее, и так далее, и так далее. У существ в игре очень много различных. И вот тот, кто сможет накомбинировать их лучше остальных, тот и победил в игре. И эффекты, причем, бывают очень разные и очень интересные. Например, вот смотрите. Вот этот вот товарищ дает вам перманентный эффект, который говорит, что каждый раз, когда вы платите за существо синий кристалл, вы получаете 2 победных очка. А вот этот позволяет одноразово и сразу в ходе фазы еще действий применить эффекты всех ваших карт с часами. То есть я вот, например, сыграл бы вот эту карту, сразу вернул бы себе Ундину, сразу бы сбросил бы синий камень, чтобы получить 5 очков, и сразу бы получил бы еще 2 очка за это, и в конце хода сделал бы то же самое еще раз. И немаловажным аспектом является финальное действие, которое может делать в фазу действий. Это сбросить у себя карту из своего ряда. За это вы должны заплатить столько ресурсов, столько кристаллов по номиналу, какой сейчас идет раунд. То есть в первом раунде всего лишь 1, а вот в третьем уже 3, а в пятом уже 5. Тем самым вы освободите место для других карт, которые влягут в ваш ряд. Это особенно может быть полезно для тех карт, которые к вам ложатся сюда, вот как, например, вот он, да. Он был разыгран, дал вам одноразовый эффект, и после этого вам он уже не так нужен, не так полезен. Поэтому, может быть, в вашем ряду он и не нужен. С другой стороны, есть многие карты, которые позволяют вам получать победные очки за то, что у вас есть
существа разных цветов, за то, что у вас существа есть одного цвета, за то, что у вас есть существа разной стоимости и так далее, и так далее, и так далее. То есть не всегда, конечно, выгодно их сбрасывать, иногда можно и оставить. Но иногда, может быть, стоит подумать об этом для того, чтобы закрутить более крутую цепочку из последовательностей. Вот это, например, вам говорит также, что получить 2 камня, а потом, соответственно, у вас номинал камней синих и фиолетовых будет +1. То есть это уже семерочка. Это круто. Вот это также карта возвратная, которая говорит вам о том, что получите себе 2 красных кристалла, а в конце раунда верните эту карту в руку. А вот этот вот товарищ, хоть он и очень дорогой, стоит 6, но за такой же прыжок туда-обратно позволяет вам получить сразу 6 победных очков, что тоже очень круто. Главное его разыграть и накопить вот эти вот 6 кристаллов. А вот это как раз один из представителей тех карт, которые позволяют вам уничтожать чужих существ. Вы присматриваете человека, у которого будет огненное существо одно, которое ему очень сильно помогает и очень хорошо помогает, например, вот это вот Гестия, которая дает ему +2 к пределу магических камней. Вы играете его против нее, и он обязан будет ее скинуть, а вы за это еще и очков срубите. В итоге каждую игру, за счет того, что выходят разные существа в разном порядке у вас на игровое поле, и вы по-разному будете их набирать, будет выстраиваться абсолютно полная своя новая комбинация карт, на которую будете стараться сделать так, чтобы вы обошли оппонентов хитростью, комбинациями и так далее. На некоторых картах можно построить прям такие эффекты, что вы сначала там получаете ресурсы, потом сбрасываете эти ресурсы за то, чтобы получить победные очки, а потом другими картами эти ресурсы обратно себе возвращаете, потому что у вас лимит все-таки 4. Или, например, можно наоборот сыграть от того, что у вас будет много карт в руке, у вас будут карты, которые позволяют вам добирать карты, например, как вот этот вот Грифон, а потом вы сыграете карту, которая вам дает победные очки за каждую карту в вашей руке, и вы после этого начнете их массово разыгрывать, и за розыгрыш их будете получать себе ресурсы, а за эти ресурсы разыгрывать другие карты. Если изначально у вас там первый, второй, третий, четвертый ходы практически не было ничего на игровом столе, то в 5-й ход вы бахнули сразу себе 5 карт и при этом получили целую кучу победных очков и еще нагнали своих оппонентов. Игра достаточно разнообразная, в ней много карт с различными эффектами, и она наверняка понравится любителям РС Арканы и Волшебных Королевств. Единственный момент, который нам показался, что на синих картах, собирая только синие карты, исключительно их в первых играх, вам будет играть гораздо проще, потому что на них самые простые и банальные комбинации. Они дают вам синие кристаллы, за синие кристаллы получать победные очки, когда разыгрываете синих существ, вы получаете еще победные очки, за количество синих существ вы получаете еще победные очки. И при этом к ним отлично подходят карты из некоторых других земель, которые как бы позволяют вам еще раз раскрутить, например, как вот этот вот эффекты всех ваших карт, иметь больше кристаллов и так далее, и так далее, и так далее. Но можно поиграть также и на драконах, на тех же самых, но за ними идет очень большая охота, потому что за отказ от дракона, то есть за его сброс, вы сразу получаете себе фиолетовый кристалл 6. Так что если вы любите покомбить, пособирать победные очки, построить цепочки и движки на получение победных очков, вам, скорее всего, Долина Вечности понравится, но имейте в виду важный элемент. Очки собирать надо с самого начала, и строить надо все на то, чтобы получать очки. Потому что к середине игры карта, которая вам вначале давала -1 к стоимости, может быть уже не такой крутой, а место занимать у вас все равно будет. А карта, которая вам приносила 2 очка с самого начала, также и продолжит вам приносить 2 очка. Но это только если вы не сможете построить движок на том, что у вас более дешевые карты. А ведь есть еще и карты, которые говорят, что не только у вас будет дешевле, но, например, что все ваши единички, красные кристаллы, это двоечки. И это тоже может сыграть в вашу пользу. Поэтому раскрывать для себя игру это будет каждый сам по-своему. Ну и это все, что я вам хотел рассказать на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media, а на столе у меня была Долина Вечности.